Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, дорогие ребята! Послушайте сказку, которая называется «Три пряхи». Жила на свете девушка. Была она очень ленивая и прясть не любила. Сколько мать не заставляла ее прясть и ругала при этом, и упрашивала, а ничего поделать не могла. И вот как-то мать очень рассердилась и ударила ее по рукам, а девушка начала плакать громко-громко. В это время мимо их дома проезжала королева. Услыхала королева плач и велела остановить лошадей. Вылезла она из кареты и пошла в дом узнать у матери, за что она так сильно бьет свою дочь. Ведь плач ее даже на улице слышен, а матери стыдно было сказать, что у нее дочь такая лентяйка. Она и говорит: да вот никак не могу ее от пряжи оторвать, все придет да придет. А я женщина бедная, мне на нее столько льну не напасти. Тогда королева говорит: я сама очень люблю прясть. Мне больше всего нравится, когда кругом меня шуршат колеса самопрялок. Отпустите вашу дочь со мной, у меня во дворце много льна, она сможет прясть сколько ей захочется. Мать очень обрадовалась и послала свою ленивую дочку в королевский дворец. Во дворце королева повела девушку наверх и показала ей 3 комнаты снизу доверху, набитые прекраснейшим льном. «Перепряди мне весь этот лен, — сказала королева, — и я тогда выдам тебя замуж за моего старшего сына. Ты хотя и бедная девушка, но твое старание заменит мне любое богатство». Осталась она одна в комнате и стала плакать. Целых 3 дня сидела она и плакала, и до льна даже и пальцем не дотронулась. На 3-й день пришла королева, и когда увидела, что работа ее даже не начата, очень удивилась и рассердилась. «Ах, простите меня, — сказала девушка, — я эти дни очень по дому и по любимой матушке скучала». «Ну хорошо, — говорит королева, — на этот раз прощаю, но с завтрашнего дня ты должна сесть за работу». Когда королевна ушла, и девушка снова осталась одна, она стала горевать еще больше. В слезах подошла она к окну и вдруг увидела, что на королевский двор вошли 3 тетки. У одной из них была широкая-приширокая нога, у другой нижняя губа невиданной величины, и висела эта губа до самого подбородка, а у третьей был огромный палец на руке. Тут девушка очень испугалась. Столько льна нельзя было и в 300 лет перепрясть, даже если работать все время и совсем спать не ложиться. Остановились 3 тетки посреди двора, посмотрели на девушку и спрашивают: «О чем ты, красавица, плачешь? Расскажи нам, что у тебя за горе?» Рассказала им девушка про свою беду, выслушали они ее и говорят: «Если ты позовешь нас на свою свадьбу, да не постыдишься назвать своими тетушками и за стол вместе с гостями посадишь, мы, пожалуй, поможем тебе». «Ах, — сказала девушка, — помогите мне, только, милые тетушки, я все сделаю, как вы прикажете. Идите сюда скорее и принимайтесь за работу». Ну и закипела же тут работа. Одна тетка нитки из кудели тянет и колесо вертит, другая нить огромной нижней губой смачивает, третья нитку крутит, да большим пальцем о стол постукивает.
И как только стукнет пальцем о стол, так падает на пол самая тонкая, самая лучшая пряжа. Девушка прятала от королевы своих помощниц. Когда та приходила, она показывала ей только готовую пряжу. И королева прямо не знала, как похвалить девушку за умение и старание. Скоро во всех 3 комнатах и льна больше не осталось. Весь лен пряхи перепряли. Тогда встали они со своего места, попрощались с девушкой и сказали: «Смотри, девушка, не забудь нас на свадьбу позвать». Видела королева пустые комнаты и громадную кучу пряжи на полу и сразу стала свадьбу готовить. Жених тоже ходил очень довольный и радовался, что у него такая невеста искусная и старательная. Перед самой свадьбой говорит девушка королеве и жениху: «У меня есть 3 тетки. Они мне много добра сделали. Позвольте мне их на свадьбу пригласить и посадить с нами за один стол». «Ну что ж», — ответила королева, — «почему бы нам этого и не позволить? Ничего тут плохого нет». И вот, когда начался свадебный пир, вошли в залу 3 пряхи. Очень пышно, но смешно разодеты. «Добро пожаловать, милые тетушки», — сказала им невеста. А затем жених посмотрел на них и говорит: «Я не понимаю, как ты можешь дружить с такими уродами?» Потом он подошел к одной пряхе, у которой нога была широкая-приширокая. «Почему это у вас, тетушка, такая нога широкая?» «От работы на прялке», — отвечала она, — «от работы на прялке». Тогда подошел жених ко второй пряхе и спросил ее: «А чего у вас, тетушка, такая губа отвисла?» «От смачивания нити», — отвечала она, — «от смачивания нити». Тогда подошел жених к третьей пряхе и спросил у нее: «Отчего же у вас, тетушка, такой палец огромный?» «От скручивания нитки», — отвечала она, — «от скручивания нитки». Тут жених испугался и сказал: «Ну нет, я теперь моей красавице-жене даже близко не позволю подойти к колесу самопрялки, а то она чего доброго станет на этих теток похожа». Так девушка избавилась навсегда от нелюбимой работы. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.